Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 1952 года рождения, дата исследования 10 мая 2025 года. Область исследования – мягкие ткани шеи, медицинская документация не представлена. На серии МСКДА области шеи получено изображение зоны исследования в аксиальной, корональной, сагитальной плоскости, использованы трехмерные реконструкции. Справа, сзади от кивательной мышцы визуализируется мягкотканное образование аксиальным размером 38 на 20 мм, сагитальным 62 мм. Контур образования достаточно ровный, четкий, средняя нативная плотность плюс 49 Ху, в аретриальную фазу плюс 120 Хаунсфилда, в венозную плюс 113 Хаунсфилда. Накопление контраста достаточно равномерное по всему объему образования, убедительных данных за наличие инвазивного роста не получено. Опухоль прилежит к правой еремной вене на участке размером 45 на 13 мм. Другие очаги патологической васкуляризации и не выявлены. Увеличенные лимфатические узлы в зоне сканирования не визуализируются. Анатомические пространства шеи хорошо дифференцируются. Заглоточное пространство, окологлоточное пространство, передняя и задняя шейная области не изменены. Носоглотка без патологических изменений. Гортань не изменена, просвет ее не компримирован. Трахея без особенностей. Подъязычная кость структурна. Грушевидные синусы дифференцированы. Контуры голосовых связок четкие, ровные. Дополнительных образований в над- и подсвязочном пространстве не выявлено. Целостность хрящей гортани сохранена. Структура и размеры околоушных слюнных желез не изменены. Контуры их четкие. Щитовидное железо достоверно не визуализируется. Определяется костный дефект в нижней части левой височной кости размером 30 на 23 мм. Контур дефекта достаточно ровный, четкий. КТ признаки умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. Заключение. КТ-картина образования мягких тканей шеи, костного дефекта в чешуе левой височной кости. Рекомендована консультация онколога. 1 июля 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Опухоль в шее крупная, контур ее ровный, четкий – это благоприятные признаки, говорящие о том, что скорее данная опухоль доброкачественная. Сказать точно, по данным КТ, что именно это за опухоль невозможно, на этот вопрос может ответить только гистологическое исследование. Также много зависит от того, сколько времени существует эта опухоль, каков размер был у нее раньше. Для более точного диагноза нужна биопсия, КТ-контроль, по результатам которых и будет приниматься решение о дальнейшей лечебной тактике.